Я рада всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Candy Yarn. И я, Яна. Сегодня мы будем учиться вязать узоры из пуфи. Я думаю, может, уже кто-то пробовал, а кто еще не пробовал, не знаком с этой пряжей. Сейчас мы покажем, как легко из нее вязать. Вязать из нее легко, потому что нужны только ваши умелые пальчики и пряжа. Пряжа, как видите, с петельками. Поэтому мы будем эти петли между собой перемещать, чтобы получились узоры. Будут замечательные пледы у вас получаться. Самый простой узор — это лицевая гладь. Возьмем небольшое количество петель, чтобы они ровненько лежали. Ниточку вяжем справа налево, ниточку сюда вылаживаем. И берем 2 петельки и протягиваем одна в другую, петелечка вовнутрь и вытягиваем, петелечка вовнутрь и подтягиваем. Вот первый ряд у нас уже видно. Очень простой и самый простой. Первый ряд у нас уже получился. Это самое простое. Итак, если вы будете продолжать, опять поворачиваете ниточку слева направо, теперь вылаживаете. И первую петелечку от ниточки опять пролаживаем. Протягиваем петля в петлю. И вот у нас уже видно полотно. Теперь мы немножко его усложним. Не пугайтесь, все будет очень просто. Берем петелечку. Петля, которая у нас идет первая, мы возьмем ее, перевернем и протянем следующую петлю. Вот она идет прямо, мы ее возьмем и перевернем. Старайтесь, когда вы петли переворачиваете со связанного ряда, чтобы они были перевернуты в одинаковом направлении. Допустим, либо слева направо, либо справа налево. Мы делаем это справа налево. Вот так вот. Протягиваем. Следующую перевернули и протягиваем. То же самое мы делаем в другую сторону. Все время петли мы переворачиваем в одном направлении, даже когда вяжем слева направо.
Даже в другую сторону опять переворачиваем. Следите, чтобы когда вытянутая петля у вас была не перекрученная, когда вы ее будете перекручивать, чтобы она шла ровненько. И вот смотрите, отличие какое уже есть, только мы перевернули одну петлю. Ну, продолжим вязание. Ну вот посмотрите, получается какой рисунок. Как видите, здесь он тянется плохо. Вот, поэтому для пледа будет отличная. И здесь видно как раз разница, вот просто лицевые петли и где петли перевернутые. Какой рисунок получается замечательный. И теперь кусочек мы связали. И теперь как же закрыть эти петли? Закрывать начинаем не с той стороны, где у нас нитка остальная, а мы начинаем с другого конца, где у нас пусто, нету ниточек. Мы просто берем и протягиваем петля в петлю. Одну протянули, следующую. И вот так вот по порядочку. Протягиваем петля в петлю. И получается косичка. Теперь здесь можно обрезать ниточку, протянуть и закрепить ее. И вот у нас получилось вот такое вот полотно. Сейчас я вам покажу, как делать плетенку. Петель должно быть кратное 2 плюс 1. 1, 2, 3, 4, 5 и 1. И теперь начинаем. 2 петли. Перекрещиваем между собой, протягиваем первую и протягиваем вторую. Опять берем следующих 2 петли, перекрещиваем справа налево и провязываем петлями. Следующие 2 петли перекрещиваем и провязываем 2 петли. Следующих 2 перекрестили и провязываем. Следующих 2. В целом ряду идет перекрещивание в одну сторону. Мы делаем сейчас вправо налево. И последнюю петлю просто провязываем. Вот у нас получился первый ряд перекрещенных петель. Свободная петля, которая у нас не участвовала в перекрещивании, и вторая петля с перекрещенных петель. Мы теперь делаем, если первый ряд мы делали справа налево, второй ряд в обратную сторону мы делаем слева направо, то есть левая петелька ложится поверх второй петли. В обратную сторону слева направо тоже перекрещиваем и провязываем.
следующие петли мы делаем то же самое. Берем 2 петли, слева направо левая петля, поверх правой и провязываем. Следующие 2 петли, левую ложим сверху правой и опять провязываем. И так до конца ряда. 2 петли перекрещиваем. Провязали. И последняя петля у нас остается без перекрещивания. Мы просто ее провяжем. Вот уже что-то вырисовывается. Третий ряд мы делаем так же само, как первый. Мы делаем правую петлю, мы ложим сверху левой и делаем перекрещивание. Если кто-то делал наоборот, то делает так, как делал. И последнюю петлю просто провязываем. Давайте еще свяжем ряд. Четвертый ряд мы делаем как второй, то есть левую петлю мы накладываем сверху правой петли и провязываем сначала ту петлю, которая была справа, то есть она у нас получилась как первая. Следите, чтобы петли не были перекручены, вот так вы не взяли петлю, а чтобы она ровненько лежала. И последнюю петлю просто провязываем. Давайте еще поучимся.
Вот получилась такая плетеночка. Красивая, прочная. Сейчас я вам покажу узор. Это будут косы с дорожкой. Косы, разделенные дорожкой с изнаночных петель. Тут количество петель должно быть кратное 3 плюс 1. Раз, два, 3 и плюс 1. Первую петлю мы делаем изнаночной. Закидываем сюда. Просто провязываем. Следующих 2 петли мы делаем перекрещиваем их. Можно правую положить сверху и провяжем их. Следующую петлю делаем изнаночную. Перебрасываем нитку наперед, провязываем петлю. Возвращаем ее назад. Следующих 2 делаем перекрест и провязываем. Опять нитку наперед. Следующую петлю продеваем. Возвращаем назад ее. Опять делаем перекрест косички. Провяжем. И последнюю сделаем изнаночной. Следующий ряд мы провяжем. Там, где была изнаночная, провяжем изнаночной. А там, где мы косы, где мы перекрещивали, провяжем просто лицевыми. Две лицевых. Перекидываем, провязываем изнаночной. Возвращаем нитку рабочую назад. Провязываем лицевыми 2. Опять нитку наперед. Две петли лицевых. И опять назад протягиваем изнаночной. Дальше мы делаем как первый ряд, то есть первая петля у нас изнаночная. 2 следующих мы делаем перекрещиванием. Перекрещивание делаем одинаково в одну сторону все время. Провязываем их. Нитку перекидываем, петлю вяжем изнаночную, возвращаем ее назад, опять перекрещиваем, делаем нашу косичку на изнаночную. Следующий ряд мы проходим по рисунку, то есть 1 изнаночная, 2 лицевых. Повторяем еще раз. Смотрите, чтобы аккуратненько, чтобы здесь не были перекручены, правильно их выставлять. Петелечки, чтобы смотрели все в одну сторону.
Следующий ряд мы просто вяжем по рисунку. Вот такой вот у нас получился рисунок с косами и с дорожечкой между ними. Сейчас я вам покажу еще один узор с такими поперечными провязами. Тоже очень простой. Тут произвольное количество петель. 2 ряда мы вяжем лицевыми петлями, то есть просто провязываем петельки. И второй ряд провязываем. Так, 2 ряда мы провязали. Сейчас с другой стороны, откуда у нас идет нитка рабочая, то есть она справа, с левой стороны закрываем петли. Протягиваем просто их друг с дружкой. Вот мы закрыли петли. Следующий ряд, первую петлю провязываем просто, а следующую у нас вот получилась такая косичка. Берем заднюю стенку этой косички и через нее продеваем петлю. Вот, берем заднюю стенку. И последняя петля. Получился ряд лицевых петель. В следующий ряд мы возвращаемся назад лицевыми петлями. Опять закрываем петли наши с другой стороны от рабочей нити. Вот мы закрыли, и теперь набираем петли. Первую провязываем лицевой и дальше берем заднюю стенку косички
Теперь опять закрываем петли. Вот такой плотный рисуночек у нас получился. Как видите, здесь на этом мастер-классе у нас узоры все простые. Надеюсь, в следующем видео мы вам покажем узоры уже более сложные. Ну, а это такие простые для начинающих, чтобы вы могли понять, что такое пряжа пуфи и какие прекрасные вещи из нее можно сделать. Ну что ж, всем пока и сладких вам петелек!